Сегодня 4 мая и 4-й день класса. Мы писали в Никитском ботаническом саду. Глициния еще не набрала полностью свою форму, но тем не менее точек для того, чтобы поместиться художнику и писать мотив, много. Глаза разбегаются. Мы выбрали точку с видом на кафе через тюльпаны. Сейчас, кстати, там идет парад тюльпанов. Такой фестиваль, праздник, когда очень много высажено тюльпанов, и люди приезжают просто полюбоваться, походить, погулять в этом парке чудесном. Завтра мы будем писать на набережной в Гурзуфе. Сейчас несколько вопросов, а в конце видео покажу, что мы сегодня наработали. Татьяна Загрекова, спасибо за науку. Слава, подскажите, пожалуйста, можно ли для перехода с красок сонет на мастер-класс использовать их вместе? Думаю, можно. И многие, я видел, используют. Я как-то не очень люблю сонет, но просто видел, как ребята работают. И не знаю, если вам нормально с этими... Это же один бренд, Невская палитра. Что они там, может быть, чуть меньше добавляют, чуть больше добавляют в более дешевые краски, я не знаю, ТиО2, диоксид титана. Я просто не знаю. Но, наверное, это все-таки профессиональные или около этого краски, поэтому, я думаю, смешивать можно. Подскажите, специалисты, не было ни у кого проблем с какими-то кракелюрами? Нет, наверное, не должно быть проблем. Татьяна Фаэтона, странно, пейзаж не нравится, а картины нравятся. Это был комментарий к лодочной станции, на которой мы работали. Вчера или позавчера у меня уже все, картина мира изменилась. Вчера, конечно. А я люблю, Татьяна, на лодочной станции, могу вообще бесконечно там писать и писать, потому что состояние природы все время меняется, море меняется, небо меняется, освещение, естественно, виды на дом Коровина один чего стоит. А вечером там писать просто диво дивное, потому что огоньки отражаются в море. У меня есть такая работа, и мне очень нравилось над ней работать. Я вообще люблю вечерние состояния, писать состояние перехода, они какие-то магические. Потом хочу сказать, Татьяна, что художник всегда извлекает из обычного сюжета что-то такое феерическое. Это зависит от мастерства. Я просто наблюдал за мастерами, которых очень уважаю, когда они не из ничего, просто, не знаю, туалет стоит, дорожка какая-то, свет падает. Из ничего извлекают, шедевр получается. Так что речь, конечно, о том, как мы видим. И тут следующий вопрос. Александр Никифоров. Как уйти от разбеливания в живописи? В последнее время меня так прет на это, что интересно замечать только практически в конце работы. Интересно, замечаю только. Такое ощущение, что в мозгу какой-то светофильтр стоит. То есть, видимо, разбеливание потом замечает, как я понимаю. Может, какой существует прием, или это неизлечимо? Излечимо. С огромным уважением, плодотворным работе. Спасибо, Александр, дорогой. Чего ж тут? Надо просто себя сдерживать, надо все время себя проверять. Каждый мазок, чтобы он был, надо разделять. Все возьмите начинайте с самого темного. Посмотрели, например, заметили сюжет, там куртка там, почти там черная. Заметили, и к нему потом, к самому темному, самое светлое. И какое оно? Теплое или холодное? Два светлых, там. Одно потеплее, другое похолоднее. Проложили, вы уже не уйдете в разбел, потому что все остальное темнее, чем эти два пятна. Одно холодное, другое потеплее. Все. И уже сравниваете что еще там, потолок какой-то. Тепленький такой, да. Но он же темнее, чем там то и то. Вы кладете, как можно здесь уйти в разбел? Если вы сравниваете постоянно большие площади, большие массы пятен в этой картине, то вы не сможете уйти в разбел, потому что вы же сравниваете. Тут же нет ничего в этом куске разбеленного. Методом сравнения вы увидите, что лицо
темнее, чем там все остальное, значит, как можно уйти в разбел? Вы замешиваете колор и, штукатурите его потемнее, чем все остальное. А волосы еще седенькие, еще темнее, значит, еще серебрянки добавить. Так что методом сравнения, это универсальный метод, вы никогда не уйдете ни в какой разбел. Поздравляю вас. Решение найдено. Друзья, на сайт мой закачаны все работы. Пожалуйста, посмотрите, и, может быть, что-то вам приглянется, кстати. А потом есть еще онлайн-школа, где 10% скидка на все уроки. Заходите, милости просим. А еще записывайтесь на семинар 1-5 июля здесь, в Гурзуфе. Александр Гиб. Живу не в солнечном месте, но вокруг меня великолепная старина с интересной непропорциональностью, кривизной плюс холмистость. Панорамные виды, на задних планах по несколько линеек гор. Стараюсь отталкиваться от средних тонов, не входить в мелкотню. И тем не менее часто сваливаюсь в контрастность. Просто выдумываю себе свет и тени, работы похожи одна на другую, после знакомства с вами старательно хулиганю, но все же нет ощущения удовлетворенности, очень хочется света, легкости, усердно работаю. Надеюсь, когда-нибудь поработать с вами. Конечно, мы можем поработать в любой момент, приезжайте сейчас. С 7 числа продолжится следующая группа, а потом будет в июле месяце с 1 по 5 здесь же, в Гурзуфе. Присоединяйтесь и поработаем. Итак, значит, не получается. Хулиганю, но все же нет ощущения удовлетворенности. Ну, а зачем, Александр, входить в мелкотню? Вот мы, например, с вами едим плов. После, конечно же. Едим плов. Но мы зачерпываем, я не знаю, руками кто-то ест, кто-то, я не знаю, ложкой, например, деревянной. Разве мы будем с вами разглядывать рисинки? Нас интересует большая масса, большое пятно. Если мы мыслим сытостью, то, значит, хватит нам вот такого объема вот этого казана, например, на сегодня. Нам с вами. Чего мельчить-то? Зачем нам считать с вами рисинки? Зачем? Есть большое пятно дальних гор, ближних гор, средних гор. Все это разделить по среднему тону важно. Видите вы там какой-то, я не знаю, какие-то там нюансы на закате. Есть же средний тон, холодный, кстати, к теплоте мордуленции или там вот к заднему плану там светлых каких-то стен. А потом уже в этом плане там горы, которые там, вы найдете нюансы в рамках узкого диапазона, который вам виден. Вот это ключевой момент. Мы все время должны смотреть в расфокусе, как будто бы не очень хорошее зрение, как у меня. Один художник американский, по-моему, сказал, что у меня перед вами преимущество, студент, я плохо вижу. То есть он видит целостно. Поэтому нужно расфокусироваться, как будто вот незрячий смотрит так. Целостно видеть, сразу пятно, средний тон тогда ловится. А потом уже одеть очки и посмотреть на нюансы в узком диапазоне, держа в сознании это пятно. Вот и вся история. Это просто сказать очень сложно делать. Нужно просто практиковаться, помня об этом. На бумажке себе написать. Фломастером. Чтобы не сваливаться в мелкотню. Без мелкотни. Живопись без мелкотни. Для этого, Александр, очень хороший мы изобрели сегодня прием. Конечно, не сегодня. Малый формат. Малый. У вас нет возможности уйти в мелкотню, причем большую кисточку взять. Или мастихин. Большой. И в малом формате вы вынуждены мыслить широкими массами. Попробуйте. Вот для примера анонс такого урока о мышлении пятнами на малом формате. Не пропустите.
Алыча зацвела. Так называется 30-й урок в серии «Малый формат». Я прошу вас обратить на эту серию очень пристальное внимание, потому что речь вот в каждом уроке идет о том, как решать просто сложные вещи, как найти композиционный центр и подчинить ему, этому главному центру, все остальное. То есть не высовывались, чтобы не выпячивались с задних рядов персонажи на нашей картине. Как лепить цветом большие формы, большие массы. Как касаться кистью. Разные степени нажима, надавливания кисточкой на холст существует. Писать в растирочку малым количеством краски – это не единственный ход в живописи. Иногда нужно много краски зачерпнуть на кисточку и слабо коснуться. Эффекты от различных касаний, от степени надавливания кисти на холст разные. Посмотрите урок, я думаю, вы получите очень много информации полезной и шаг за шагом, урок за уроком приведут вас к новым результатам, к новым победам. Я в этом убежден. Удачи вам! Никаких контуров нет в природе контуров. Просто лепим цветом все вот большие массы. Так, ну, всегда остановиться трудно, но это надо сделать.